За последние годы в России сформировался устойчивый тренд. Череда странных смертей, волна деприватизации и громкие аресты выглядят как элементы одного процесса – ужесточения контроля Кремля над активами и элитами на фоне боевых действий и падения ресурсной базы. Об этом очень много говорят люди у меня в комментариях, поэтому я сделал небольшой разборчик. И давайте начнем с хроники странных смертей с 24 по 26 год. Ниже только резонансные, хорошо подтвержденные случаи. Официально во всех них речь идет о самоубийстве, несчастном случае или естественной смерти, естественно. Но медиа и аналитики указывают на аномально высокую концентрацию таких эпизодов в госсекторе, ТЭК и среди крупных бизнесменов. Начнем с Виталия Робертуса, вице-президент Лукойла. Дата смерти март 2024 года. Официальная версия: найден мертвым в кабинете Лукойла на Сретенском бульваре. Сообщалось о признаках суицида, компания не раскрыла подробности. Странные обстоятельства. Стал уже четвертым крупным топ-менеджером Лукойла, умершим с 2022 года. На фоне череды несчастных случаев и других менеджеров компании медиа отмечают проклятие Лукойла и включают его в список загадочных смертей. Пост и активы. Формально Лукойл не публиковал подробной публичной хроники перераспределения полномочий, но в целом, после смерти главы совета директоров Равиля Маганова и сменщика Владимира Некрасова, компания последовательно обновляла верхушку управления, что аналитики связывают с усилением контроля со стороны лояльных Кремлю групп. Михаил Рогачев, бывший топ-менеджер группы «Онексим», экс-глава Российского фонда технологического развития. Дата смерти 2024 год. Официальная версия: погиб, выпав из окна 10-го этажа жилого дома в Москве. Странные обстоятельства, падение с высоты – типичный мотив для ряда других громких смертей, включая в сводке о синдроме внезапной русской смерти. Пост и активы. К моменту смерти уже не возглавлял крупные госкорпорации, но относился к кругу бизнес-элит, связанному с инфраструктурными и финансовыми проектами. Российские суды и прокуратура в те же годы активно пересматривали приватизационные сделки и имущественные схемы, в том числе в промышленности и девелопменте. Однако прямой юридической подтвержденной связки между его смертью и конфискацией конкретных активов открытые источники не фиксируют. Сергей Лойтер, бывший коммерческий директор Яндекса, топ-менеджер международного подразделения Янгу. Дата смерти – апрель 2026 года. Сообщения вышли в конце апреля. Официальная версия: утонул при рыбалке на Волге под Волгоградом. Странные обстоятельства. Медиа отмечают, что он стал 20-м по счету топ-менеджером, погибшим при загадочных обстоятельствах с начала боевых действий. Смерть на отдыхе, при этом карьера связана с крупной технологической платформой, уже находящейся под давлением государства и санкций. Пост и активы. Лойтер к моменту гибели работал в международном подразделении, соответственно, Яндекса. Это бизнес-структура Яндекса. Как раз проходят они масштабную реструктуризацию с выводом российских активов под контроль новой группы владельцев, близких к государственным и окологосударственным игрокам. На фоне сделок, одобренных Кремлем, аналитики видят в этом общий тренд перераспределения контроля, но прямой юридической привязки к его смерти нет. Серия смертей в нефтегазе и энергетике как фон расследования. С 2022 по 2025 годы независимые проекты и медиа насчитывают от 17 до 34 аномальных смертей, падения из окон, расстрелы, семейные убийства, самоубийства, внезапные сердечные приступы. Ну куда ж без них. Наиболее часто упоминаются топ-менеджеры «Газпрома», «Новатэка», «Лукойла», «Транснефти», а также связанные с ними банки и подрядчики, в том числе случаи Леонида Шульмана, Александра Тюлякова, Сергея Протасени, Равиля Маганова, Владимира Некрасова и других, хотя многие произошли по 2024 года, именно они создают фон последующих историй. Западные и украинские издания обобщают этот массив как синдром внезапной русской смерти, подчеркивая концентрацию смертей среди управленцев стратегических отраслей и возможный мотив в виде сокрытия коррупционных схем, провалов или борьбы за активы. Российские власти продолжают настаивать на локальных версиях несчастных случаев и суицидов. По фигурам уровня замминистров и губернаторов в период 2024-2026 общий массив еще формируется, но в сводках фигурирует, например, бывший министр транспорта Роман Старовойт, смерть которого в 2025 году ИСК списывает на возможное самоубийство.
и другие чиновники, однако детализация по каждому требует отдельного сюжета и проверки по судебным реестрам. Украинский портал «Гордон» относит его к цепочке из 34 загадочных смертей элиты. Национализация и перераспределение активов. Масштаб кампании Генпрокуратура России отчитала, что только в 2024 году было изъято имущество частных собственников на сумму около 2,4 триллиона рублей. Включая 5 стратегических предприятий. Годом ранее речь шла примерно об 1 триллионе. Исследование адвокатского бюро НСП оценивает совокупность стоимость изъятых за несколько лет активов примерно в 3,9 триллиона рублей, что по формулировкам юристов и независимых аналитиков показывает широкие масштабы национализации. По подсчетам НСП Лау и юридических фирм, к концу 2024 года насчитывалось более 85 дел о национализации и деприватизации, порядка 200 активов. А к 2025 году обороты национализации выросли еще примерно в 4,5 раза по объему. Основные инструменты отрасли под ударом. Используются разные типы исков: иски о деприватизации, антикоррупционные иски, а также иски о нарушении закона о контроле за иностранными инвестициями, закон номер 57. Официально все это подается как защита публичных интересов и борьба с коррупцией, конечно же. Под удар попадают энергетика, топливо, крупная недвижимость и девелопмент, транспорт и логистика, промышленность, агросектор, а также активы чиновников и депутатов, увлеченных в необоснованном обогащении или незаконной приватизации в 90-е 2000-е годы. По данным Deutsche Welle и других изданий, деприватизация идет параллельно с распылом активов ушедших иностранных компаний. Значительная часть из бизнеса в России переходит к новым структурам, аффилированным с лояльными Кремлю бизнес-группами и госкомпаниями. Конкретные кейсы и связи с фигурами элит. Юридические обзоры за 2024 год описывают, как, к примеру, иск Генпрокуратуры по делу Гайсина. Дело номер 2-2080, такой-то номер. О взыскании пакетов акций ряда компаний, оформленных через офшорные структуры Актай, Вагран и Корона Техет, с аргументацией о незаконной приватизации и нарушении норм Гражданского кодекса. По данным проектов, отслеживающих изъятие частных активов с конца 2022 по начало 2023 года, было подано не менее 55 исков, связанных с крупными пакетами акций и недвижимостью свыше 5 гектаров, причем фигурантами выступают бывшие действующие чиновники, депутаты и владельцы крупных промышленных предприятий. Независимые аналитики отмечают, что хотя прямой юридической связки между отдельными странными смертями и конкретными исками о национализации в открытых реестрах часто нет, совпадает поле, те же отрасли, ТЭК, оборонка, инфраструктура, региональные монополии. И это позволяет говорить о политико-экономической логике освобождения активов под новых бенефициаров, а не о случайном наборе дел. Временное управление и новые бенефициары. При уходе западных компаний и изъятии проблемных активов часто используется механизм передачи во временное управление структурам или менеджерам, связанным с государственными корпорациями или силовыми группами. Такие случаи фиксируются в юридических обзорах и медиа, но детали по конкретным фамилиям часто остаются неформальными, а не в судебных решениях. Экономист Андрей Яковлев в колонке «Для важных историй» описывает нынешнюю национализацию как инструмент формирования новой элиты, чья собственность напрямую зависит от нынешнего режима. Активы иностранных компаний и деприватизированного бизнеса передаются игрокам, на которых Кремль планирует опираться, а не независимым предпринимателям. Аресты, давление и передел через силовиков. Аресты в Министерстве обороны и силовых структурах. Весной 2024 года началась серия арестов генералов и высокопоставленных чиновников Минобороны по обвинениям во взятках и хищениях, часто связанных с госконтрактами на строительстве и поставках. Замминистра обороны Тимур Иванов стал одним из ключевых фигурантов. По версии следствия, он получал имущественную выгоду и откаты через подрядчиков, который обеспечивал контракты на строительство и ремонт военных объектов, в том числе кадетских корпусов и других инфраструктур. Медиа прямо называют его дело с борьбой за контроль над огромными Минобороны.
Арестованы также начальник Главного управления связи Вооруженных сил Российской Федерации, замначальника Генштаба Вадим Шамарин, начальник Главного управления кадров Юрий Кузнецов и ряд других генералов. Им вменяют получение десятков миллионов рублей взяток от директоров предприятий-подрядчиков в обмен на увеличение объемов поставок по госконтрактам. Фактически речь идет о перераспределении потоков военного бюджета. Логика давления на бизнес через уголовные дела. Юридические и экономические обзоры отмечают, что антикоррупционная риторика Генпрокуратуры и силовых структур используется не только для наказания избыточно самостоятельных чиновников, но и как инструмент давления на связанных с ними бизнес-групп, включая подрядчиков оборонки и инфраструктуры. В отличие от 2000-х годов, нынешний передел описывается как более централизованный. Участие в крупных разборках ограничено узким кругом силовых и административных групп, а региональные игроки и мелкие рейдеры оттеснены на периферию. Войны наследников и конфликты вокруг активов. Российские и зарубежные медиа регулярно фиксируют конфликты вокруг наследства и контроля над крупными бизнес-активами. От IT и ритейла, до агросектора. Подобные истории сопровождаются исками, уголовными делами и информационными кампаниями, хотя не всегда доходят до формальной национализации. В публичном поле обсуждаются, например, споры вокруг активов Валберес, конфликты около крупных агрохолдингов вроде Мираторга и наследств региональных олигархов. В этих кейсах фигурируют силовые структуры и лоббистские группы. Однако многие детали базируются на инсайдерских утечках и не всегда подтверждены судебными решениями. Поэтому аналитики подчеркивают спекулятивный зачастую характер части версий. Но, тем не менее, это не отрицает возможность существования этих версий и возможно их обосновывать, потому что оценивать надо, конечно же, отталкиваясь от фактов и, соответственно, сделанных тех самых выводов, которые зачастую становятся версиями. Тем не менее, перейдем к контексту: элитные войны и борьба за наследство. Формирование новой элиты. Экономист Андрей Яковлев в аналитике о национализации пишет, что Кремль сознательно формирует новую элиту, для которой крах режима будет означать личный крах. Слишком оторвались старые из 90-х, пора у них все забрать и передать тем, кто поближе. Ее богатство и статус напрямую завязаны на доступ к государственным рентам и активам, отобранным у прежних собственников и иностранных компаний. Передел собственности рассматривается как рациональный ход на опережение. Пока в бюджете еще есть ресурсы, власть перераспределяет активы в пользу максимально лояльных групп, чтобы исключить появление независимых миллиардеров с собственными политическими возможностями и мнениями. Группы влияния и их интересы. Аналитики и медиа выделяют несколько ключевых плюсов. Силовики и руководители силовых ведомств, госкорпоративный, блок менеджмента гигантов ТЭК, оборонки, транспорта, а также новые управляющие активами ушедших западных компаний. Во всех трех случаях их доходы зависят от политической лояльности и доступа к ресурсам государства. В текстах о молчании элит подчеркивается, что нынешние конфискации и деприватизации – это не хаотичный рейдерский произвол, а управляемый процесс перераспределения в пользу тех, на кого опирается Кремль. При этом старые элиты, потерявшие часть собственности, сохраняют формальную лояльность, поскольку любой открытый протест чреват уголовным преследованием и полной конфискацией. Ну и полетом в окно, возможно, тоже чреват. Связь со странными смертями и арестами. Серия загадочных смертей топ-менеджеров и рост числа дел о деприватизации и конфискации активов происходит параллельно и затрагивают одни и те же отрасли: нефть, газ, транспорт, оборонку, финансы и инфраструктуру. Независимые издания и западные аналитики трактуют это как признаки публичной переработки элитной конфигурации и зачистки потенциально нелояльных или слишком информированных фигур. Аресты высокопоставленных военных и чиновников по коррупции дополняют картину. Следственные дела вскрывают схемы откатов и контроля над госконтрактами, а их фигуранты часто связаны с крупными подрядчиками и девелоперами. Это усиливает впечатление борьбы за контроль над денежными потоками и активами под прикрытием антикоррупционной кампании. Оценки независимых политологов. Политологи говорят следующее. Они оценивают состояние российской элиты на фоне боевых действий, отмечают постепенное накопление недовольства и скрытых конфликтов, но при этом фиксируют отсутствие публичных расколов, страх перед репрессиями и потерей активов пока удерживает элитные группы от открытого противостояния.
Многие аналитики подчеркивают, что пока элита молчит, фактически борьба идет не за смену режима, а за доступ к изымаемым активам, госконтрактам и потокам ренты. В этой логике странные смерти, громкие аресты и национализация выглядят как элементы одной цепочки, хотя прямых юридических, конечно же, доказательств этого единого замысла в открытых источниках пока что нет. Но, возможно, как говорится, историки нас рассудят, и все это уже более подробно и на фактах опишут. Будьте осторожны, друзья, берегите себя и увидимся в следующих разборах, новостях и фактах.